Близнецы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на июнь 2023 года. Будем смотреть, что вам приготовил этот месяц, с какими энергиями вы в него входите и какие благоприятные перемены у вас произойдут. Перед этим хочу вас поблагодарить за то, что остаетесь со мной, за ваши донаты, за ваши комментарии, за то, что вы делитесь этим видео с друзьями и, в принципе, всячески меня поддерживаете. Поэтому приступаем. Общая энергия месяца. Что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт на месяц. Так, все арканы в кадре, приступаем. О, у вас шикарная энергия месяца. Падает аркан влюбленный. Но это не удивительно. Почему? Потому что это ваш месяц. Это период дней рождения, ваших праздников, веселья, отдыха, восстановления, новых возможностей, сил. И влюбленные говорят здесь о поддержке, о взаимодействии, о партнерстве. Причем партнерство это может быть абсолютно любого характера. Дружеское, деловое, социальное, личное. Здесь вы будете получать взаимодействие, ту помощь, на которую, возможно, даже не рассчитывали, ту поддержку, о которой даже не мечтали. Здесь кто-то будет брать на себя ваши тяготы, ваши какие-то переживания, решение каких-то вопросов, но для кого-то этот аркан просто знаменуется построением личной жизни или примирением с кем-либо, если вы были в ссорах, в конфликтных ситуациях. Посмотрим, какая сфера жизни для вас будет в большей степени затронута. И по пажу жезлов это как новый круг знакомых, друзей, это ваша социальная активность, это новые люди в вашем окружении, неважно, будь то тренер или там появление нового соседа или соседки. То есть люди, которые являются вашими единомышленниками, вашей отдушиной, которые разжигают у вас костер любопытства, стремление, желание развиваться, познавать нечто новое. Вам окажут в этом поддержку, вас замотивируют и вас поддержат. Ну, по принципу, новый знакомый говорит: слушай, давай там попробуй себя в этом виде спорта. Вы говорите: ой, мне это не интересно, мне это не нужно, я это не люблю, или у меня там не получится. И человек сделает все для того, чтобы вас замотивировать, вас поддержать, и чтобы действительно у вас получилось. Если будем рассматривать бизнес и финансы, шикарная карта, у вас здесь ложится туз звезд или туз пентаклей. Карта, которая говорит о перспективах, о возможностях, потому что это в первую очередь для вас как дар богов, дар свыше. Для кого-то новая работа, для кого-то продвижение по должности, для кого-то увеличение заработной платы, для кого-то новые выгодные контракты. Или же в целом, если смотреть на этот аркан, обретение работы, если такового у вас не было. Давайте будем его раскрывать и смотреть, что же там по факту. Для тех, кто у нас сейчас не работает и по ряду причин работать не может. То есть вы пенсионер, или вы студент, или вы в декрете. Ну, у каждого свои бывают обстоятельства. То туз пентаклей, восьмерка жезлов. Это получение денежных переводов. Это может быть работа через интернет. Это сдельная оплата труда. Это пусть и временного характера подработка, но действительно по этим картам, которая несет хороший доход. Поэтому здесь у вас шикарные перспективы и возможности. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, туз пентаклей, четверка пентаклей. Здесь пока остаться при своих интересах. То есть я не вижу, чтобы вы здесь активно работали. Здесь может быть ситуация и перспектива найти пассивный источник дохода. Когда вы пусть даже вкладываете, ну как небольшую, мизерную какую-то вот сумму и получаете небольшой, но, знаете, как говорю, ежемесячный стабильный доход. У каждого это может быть по-разному, то есть начиная, может быть, от вопросов крипторынка или до каких-то иных инвестиций. Я не являюсь инвестором, поэтому не сложно вам накидать ряд примеров, но думаю, кто ищет, тот всегда найдет, и действительно вы сможете обрести стабильность. То есть, знаете, потому что по этим картам надо как минимум зарабатывать на прожиточный ваш как бы минимальные потребности, закрыть ваши базовые расходы. То есть этого будет хватать. Если смотреть по ситуации для тех, кто является наемным сотрудником, у нас здесь ложится паж кристаллов или паж мечей с тузом пентаклей.
Здесь, во-первых, кто-то может для себя найти более перспективную работу, должность с более высоким окладом, или же найти лазейки, как поспособствовать тому, чтобы руководство вас увидело, заметило, ну и как следствие продвигало вас в этих моментах. И второй нюанс– это, в принципе, для себя найти что-то более перспективное или шансы работать на самих себя, потому что, знаете, как это воодушевление. Я нашел новый источник дохода. Второй момент. Если это какие-то были проверки, попытки навесить на вас какие-то штрафы в чем-то, ну не могу сказать, что обвинить, ну инкриминировать вам какие-то там деяния, то это как смело из этой ситуации выйти, ну и как следствие сохранить свои ресурсы. Если же у вас свой собственный бизнес, то туз пентаклей, семерка жезлов– это отстоять свое дело, это развивать свое дело, это увеличить доходность вашего предприятия. Да, кто-то может здесь вкладывать как дополнительные инвестиции с целью расширения вашей деятельности, но это будет оправдано и действительно будет приносить хороший доход. И если смотреть финансовую сторону вопроса, ну, обратите внимание, императрица, ну, стоит ли здесь что-то еще объяснять и доказывать? Это карта роскоши, благосостояния, процветания, когда наконец-то вы можете выдохнуть. Фух, все получается так, как вы хотите. Деньги идут сами в руки. Это могут быть периоды крупных покупок, инвестиций. Для многих это могут быть инвестиции в вас самих, во внешность, в красоту, в здоровье, в молодость. Для мужчин здесь по этой карте это может быть, знаете, как двусторонняя ситуация, как, допустим, вы можете получить хорошую финансовую помощь или поддержку от матери, от супруги, от женщины, там, бизнес-партнера, от руководителя, так и вы, помогая женщинам, допустим, вашего рода, вашего окружения финансово, то есть получаете, знаете, как воздаяние за то, что вы им помогали финансово, то есть к вам деньги будут течь рекой. Здесь эта карта всегда акцентирует ваше внимание на то, что даже если вы тратите на себя, тратьте в первую очередь с удовольствием, с радостью, с любовью. Не жлобьтесь. Именно таким образом вы будете прокачивать вашу энергию благосостояния. Если будем смотреть в вопросы здоровья, повешенный. Повешенный, я не могу сказать, что это прям карта жертвенности, нет. Да, иногда это аркан хронических заболеваний. И ваша задача, как изменить взгляд на свою жизнь и проработать эту ситуацию, проработать эту проблему. Не все, конечно, болячки можно излечить или исцелить, но тем не менее, благодаря изменению образа жизни, режиму дня, вопросам питания, наличию физических нагрузок, вы действительно можете улучшить качество своей жизни или объективно посмотреть на ситуацию со стороны, послушать рекомендации ваших знакомых или друзей, возможно, обратиться к другим специалистам, потому что повешенный– это не сама по себе зависшая ситуация, это переоценка всего того, что вы делали весь этот период. И да, для кого-то это вести какую-то болезнь в состоянии ремиссии. Положительный аспект по этой карте. Я знаю, что многие тарологи пишут, что вот это не так. Я говорю с позиции своей практики, как у меня отыгрывается. Очень часто этот аркан может показывать на желательную беременность, которую вы долгожданно ждали, стремились к ней. Поэтому это карта зачатия и вынашивания ребенка. Кто ждал, кто планировал, активно работайте в этом месяце над этим вопросом, и у вас все получится. Опять же, аркан, который вас призывает к восстановлению, регенеративным процессам. То есть это тантра, это медитация, это аффирмации, тибетские практики, массажи. То есть все то, что пробуждает в вас этот энергопотенциал. Если будем смотреть вопросы личной жизни, то здесь 4 чаш. Это вопрос пресыщения. Потому что здесь идет у вас такая внутренняя позиция. Кого знаю, не хочу. Кого хочу, не знаю. Вот это такая двоякость, вы не понимаете, что вам делать. Вы можете быть перенасыщены в эмоциональном плане от партнера или партнерши, который находится с вами рядом. Или, допустим, если вы свободны, это непонимание, каким должен быть ваш партнер или партнерша, каким вашим базовым характеристикам, потребностям он должен соответствовать, какого человека вы ищете и вообще хотите ли вы отношений. То есть тут, знаете, как ситуация, когда вы запутались сами в себе. Давайте анализировать. Для тех, кто у нас свободен, что здесь по факту? По тройке мечей ситуация останется неизменной, так и будете свободными в течение этого месяца. Или же есть одно большое но. Поскольку я смотрю основную карту
энергии на этот месяц. Может идти партнерство, но человек здесь не свободен. И как следствие вас это будет удручать. Потому что вы не согласны на любовные треугольники, вы не согласны на какие-то нечестные, неоткрытые отношения. И это ситуация, которая вас озадачивает. И вроде бы есть тот человек, который вам нужен, но отношения не в том формате, как вы к тому стремились. И если вы уже в любовных треугольниках, здесь ложится аркан Мир. Здесь, во-первых, вы можете быть некий период на расстоянии, это может вас расстраивать. И второй момент – осознание того, что этот союз, эти отношения подходят к своему завершению. Что этот союз тянет из вас, знаете, говорю, лишние жилы, пьет из вас кровь, и вы не получаете никакой подпитки. Идет только отток энергии. Поэтому вы можете внутренне, самостоятельно прийти и созреть к тому, что пора этот союз завершать. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах, то четверка чаши, семерка звезд, она же семерка пентаклей, говорит здесь о ситуации, что у вас мучает состояние застоя, что нет новых эмоций, воодушевления, каких-то ярких красок, ярких перемен, вам хочется какого-то новшества, чего-то, знаете, я говорю, яркого, светлого, доброго, возможно, путешествий даже элементарно совместных, чтобы насытиться эмоционально какими-то переменами. То есть вас съедает стагнация, вы из этого можете разочаровываться, срываться на партнере или партнерше, потому что вот нет новизны. Нет новизны ощущений, идет какое-то пресыщение в отношениях, и вас эта ситуация действительно очень расстраивает. Если смотреть рекомендацию на месяц, у вас основным фактором идет тройка пентаклей. Совет. Оттачивая свое мастерство, особенно оттачивайте то, что вы умеете делать лучше всего. Даже будь вы лучше всех в готовке, вы можете это, знаете, перевести на стезю заработка. Или, допустим, вы хорошо шьете, поете. То есть раскрывайте свои таланты и пытайтесь их монетизировать. Это первое. Если вы уже задействованы в какой-то нише, утрированно, вы там мастер маникюра или вы там нейрохирург, это будьте лучшим в своей сфере. Это будьте первоклассным специалистом и экспертом в этой нише, потому что это вам позволит продвинуться наверх в жизни, то есть получить какие-то новые возможности. Это акцент на работу, на построение бизнеса, на структуру. Но здесь, знаете, как быть первоклассным специалистом в чем-то. Вот быть лучшим, потому что этот человек, знаете, вот здесь в частности девушка играет на арфе, которую слушают и заслушиваются, так и вас, как специалиста, должны высоко ценить. И действительно, чтобы у людей была потребность в ваших услугах или в ваших товарах. Опять же, тройка пентаклей – это очень глубинная работа над собой. Но это больше работа внутреннего, психологического плана. Это, знаете, как перебирать струны своей души. Смотреть, что же вас расстраивает, что радует. Знаете, как говорю, провести сонастройку инструмента. Так вот и вам нужно разобраться со своим внутренним состоянием. Давайте посмотрим с вами неожиданность этого месяца, какие здесь могут быть перемены, к чему они могут привести. Итак, у нас здесь падают мыши, падает гроб и падает аист. И дно колоды у вас здесь падает карта письмо. Кому-то придется здесь восстанавливать документы, которые были утрачены, утеряны, либо были испорчены. Ну, по принципу потеряли, знаете, там дети или обрисовали, или испортили каким-то образом. То есть нужно будет к этому приложить максимум усилий. Еще карты говорят о ситуации. Здесь может быть изменение курса лечения, либо обращение к другому специалисту. Но это касается в основном тех, у кого идет нарушение репродуктивной функции. Допустим, вам могут ставить анализ бесплодия. Диагноз, простите, по анализам бесплодия, то вот здесь это как обращаться к другому специалисту, потому что сама по себе триада, она указывает как попытку изменить какие-то фатальные события. Опять же, по этим арканам, это, поскольку даже вот дно колоды письмо, это как предписание, видите, вот. Предписание, известие. Это благодаря грамотному подходу врачей избежать ситуации выкидыша, то есть срыва беременности. Единственный момент, что хочу для себя здесь уточнить. Падает карта корабля. В рамках этого месяца осторожны будьте в плане перелетов. Почему? Потому что здесь, знаете, я говорю, можно испугаться не на шутку. Может быть как зона турбулентности, так и в принципе риск неисправности каких,
авиасамолета. То есть здесь как рекомендация это добираться не по воздуху, а, допустим, добираться по воде или добираться на автомобилях или поездом. То есть выбрать, насколько это возможно, альтернативный вид транспорта. Понятно, что через океан на одном корабле как бы будешь ехать очень долго, но если есть такая возможность, то есть постараться уберечь себя от этих вещей. Или, допустим, если вы увлекаетесь экстремальными видами спорта, то есть там прыжки с парашютом или там полеты на аэроплане, это просьба воздержаться от этого в течение этого месяца. Это такая вот идет рекомендация вам. Я верю в то, что все вам будет идти во благо. Предупрежден, значит вооружен. И закрою вам этот месяц таковыми арканами, чтобы для вас действительно все шло только в плюс. Вы, пожалуйста, не забудьте по прошествии периода дать обратную связь и написать, как для вас отыгрался этот месяц. Какие перемены произошли. Что было позитивного, что было хорошего в течение этого периода. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.